Привет, дорогие друзья. Такой вот я интеллигентный человек. Сейчас в последнее время просто модно стало даже у некоторых служителей церкви, ну типа там, знаете, так разговаривать, как будто бы с отсылом к своей бурной молодости или к глупой старости, там, здорово, братва, по мастям и областям чешу ногу об дорогу. На самом деле мы здесь люди интеллигентные. Добрый вечер, друзья. И начну я с того, что меня взволновало. Вы знаете, в последнее время вот читаю и слышу, ну уже это долго идет, это последнее время, что большая проблема, что по-русски общаются на телевидении, там, в средствах массовой информации, там еще где-то в студиях. И я думаю, да, это действительно большая проблема. А вот это вот не проблема, это Закарпатский телеканал. Kész feloldani a nyersfa külföldre szállításáról szóló tilalmat. Как-то вроде немножко не по-нашему говорят, да? Правильно, не по-нашему, по-венгерски говорят. И целые блоки новостей выходят на Закарпатье на венгерском языке. И мне еще сказали, что еще на словацком. Это как бы не проблема, нет? A többi között korszerű ultrahangkészülékeket és más diagnosztikai eszközöket tart. Я лично вообще был как бы очень сильно удивлен. Я видал там флаги, мы когда-то даже показывали флаги там на каких-то местных советах. И это уже проблема все-таки. А вот это вот, ну, я не знаю, если никто в этом не усматривает никакого там скрытого сепаратизма. Хотя я, к примеру, за дружбу между народами. И я считаю, если бы там разговаривали, к примеру, там на итальянском, то было бы наоборот даже как-то интереснее. Україна побила черговий антирекорд. Сьогодні українці – найдешевша робоча сила у світі. Ну вот те раз, как говорится, мы, европейцы, вдруг вот такая вот ситуация. Вообще, последнее время какое-то, знаете, время плохих новостей. Ну, мы-то больше зарабатываем, чем люди в Африке, к примеру. Или нет? Більше за нас заробляють навіть у Китаї та країнах Африки. О, не ожидал. Но как-то Петр Алексеевич Порошенко в Малайзии говорил, он же говорит, что это наоборот клево. Наш президент, ну вернее, ваш президент, он же говорит, что это круто, что вот мы смотрите, какие у нас дешевая рабочая сила, плюс очень близко к Европе. А такой дешевой рабочей силы, так близко к Европе, просто не бывает. Мы уникальны. Ми маємо дешеву і дуже кваліфіковану робочу силу, абсолютно фантастичну логістику. Шлях до ЄС займає не 40 днів, як з Індонезії, а 40 годин. Ну, сейчас как раз таки, вроде бы как речь идет как раз таки о 40 днях нам до Европы, 40 дней, царствие небесное. Потому что, вот я считаю, это позорно. Это же уже просто край, это позор. Они уже прописали невозможность даже в перспективе членства в ЕС. Вы что, ребята, вы до чего допрыгались? Вы до чего доскакались? Потому что я помню в свое время при Яныке, да, перспектива там как раз таки очень сильно маячила. И я даже полагал, вот на выезде, когда там Янукович бывал, выходить с одиночным пикетом в Европе невозможно, потому что я считал, и считаю до сих пор, что тогда это было невозможно. Какая евроассоциация, если в стране были политические там всякие преследуемые люди, я, к примеру, да? Вот я собирался выходить с одиночным пикетом, чтобы протестовать против евроинтеграции, потому что я ее видел, а сейчас ее не только не видят, подписывают документы. Мы вам без виз, а вы не подумайте даже думать о том, что вы когда-нибудь во что-то там вступите, кроме коровьего дерьма. Я считаю, это очень позорно. Хотя на 1+1 эксперт очередной рассказывает следующее. Это то, что просят, то, что хотят украинцы, это стать частью Европы. То есть таким образом стать частью свободного мира, чувствовать себя полноценными людьми и в результате, то есть как бы иметь массу возможностей, равные возможности с теми, кто живет там в 1000 километрах отсюда. Пока ты не почувствовал себя частью Европы, ты неполноценный. Знай об этом, брат мой, украинец. Ну, а вообще-то, я не понимаю, о каких вообще благах он говорит, что мы можем там пользоваться чем-то, что там, чем пользуются люди за 1000 километров, это как бы какими-то такими ништяками вы будете пользоваться, получив безвиз. Я чуть не могу. Кофе мы с вами будем одинаково пить. Вы будете приезжать в Европу и пить кофе в той же кофейне, в которой пью я, а потом улетать назад. Это того стоило. Еще раз повторю, то есть мне кажется, это то, что самым главным на сегодняшний день вот именно желанием убрать все эти границы, да, то есть как бы это расчистить территорию для того, чтобы в будущем иметь равные права с европейцами, потому что украинцы уже себя ощущают полноценными европейцами. Они хотят только стать полноценными, или они уже стали полноценными? Вы ощущаете себя полноценными европейцами? Это круто, потому что я знаю людей, которые проживают в той же Малайзии, к примеру, и тоже себя ощущают полноценными европейцами, хотя имеют внешность не вполне европейскую и паспорт
малазийский. Ну, получается, ассоциация с Европейским Союзом и без виз – это, в принципе, разные темы. Будем об этом говорить и повторяем это, потому что часть украинцев все-таки ассоциирует их и думают, что это одна и та же тема. Вот именно, благодаря телеканалам украинским, таким как 1+1 в частности, многие украинцы думают, что это одно и то же. Ассоциация и безвиз, да, одно и то же вообще. А потом еще рабочая виза, ассоциация, безвиз, рабочая виза, обучение, чего там только не паковали. А, еще европейские пенсии, да, совсем забыл. Рано или поздно, то есть, как бы, по сути, мир глобализируется, и в результате, то есть, так или иначе, мы окажемся в Европе. Через 1 856 000 лет 352 дня как раз таки они сдвинутся, континенты, вот я читал вроде как, сдвижение такое будет, пикс, и мы окажемся там, где Париж, прикинь. Ну как, не мы, потому что миллион лет пройдет, но... Они всегда готові. Європейцям відкривати українців, і таким чином вони більше дізнаються про нашу країну і не будуть так нас боятися, тому що побачимо абсолютно цивілізовані люди, які можуть працювати, розвиватися і так само давати багато цікавого для європейців. Я не знаю, что мы там можем такого очень интересного давать европейцам, но, конечно же, надо показать, чтобы нас не боялись. Особо, я помню, хорошо показали, когда приехали в Нидерланды. Вот самое интересное, что я плохой, потому что я говорил, пожалуйста, не приезжайте, не катайтесь на велосипедах с утра, блин, не орите под окнами «Слава Украине», «Героям слава», не танцуйте перед ними в шароварах. Они не поймут этого, они не поймут, они посмотрят и наоборот подумают, что вы свихнувшиеся. Они даже не собирались идти, но они пойдут, чтобы вот эти вот в шароварах и в красных сапожках, которые бегают и орут под окнами в тихих-тихих городах, да, чтобы они ни в коем случае не оказались в Европе. И я оказался плохой, а те, которые приехали и устроили шапито, оказались хорошими. Да ладно, плевать, я люблю быть плохим, я вам нравлюсь. Плохим, знаете, лучше из себя не буду ничего строить, буду таким, какой я есть. Теперь по поводу того, что не надо нас бояться, что мы такие все няшки, короче, такие же, как вы, цивилизованные, все нормально. На следующем канале ICTV всерьез обсуждается секс на первом свидании. Вообще нормально или ненормально? Факт чи брехня? Секс на першому побаченні заборонений. Я впевнена, що сексу на першому побаченні нормальних стосунків не вийде. И вот уже Мачо Дель Пачо рассказывает, специалист по пикапу, знаете, пикапы такие были, автомобили, рассказывает, что в Европе, в которую мы так стремимся, в общем, слушайте, это все в порядке вещей. Если бы мы жили в Европе, в которую там большинство украинцев так стремятся, этот бы вопрос вообще не возникал, потому что там это в порядке нормы. Ну, не норма, это значит, что это всегда происходит на каждом первом свидании. Это значит, что люди не заморачиваются на цифре, они не считают. Ну, хочешь – делай, не хочешь – не делай. Брехня. Секс на першому побаченні не заборонений. Я не знаю, честно скажу, я не знаю, какую именно Европу он имеет в виду, какую именно Европу он посещал, где вот так вот происходит. Но я могу сказать, что это серьезное заблуждение. Потому что, да, есть такие клише у некоторых по поводу Нидерландов, там, да, но я могу представить, кстати, где он был, в какой стране Европы, что ему там показалось, что все друг другу дают на первых свиданиях. Это далеко не так, это абсолютная глупость, это абсолютный маразм. Но это вообще прикольно. Мне нравится, что на канале рассказывают, что трахаться на первом свидании, да, не проблема. Вообще не заморачивайся. Не заморачивайся. СПИД, кстати, сейчас уже, ну, не лечат, но продлевают, знаешь, там, существования. А теперь из области «А еще головой я ем». Это народный депутат Украины Рыбчинский. Помните, мы про него уже говорили. Здоровый мужик, но у него папа известный, поэтому он в Facebook, это единственный человек, которого я видел, написан имя, фамилия и отчество, чтобы не перепутали. Да-да, я сын того самого. То це свідчить тільки про одне. А вивозилися гроші КАМАЗами. Всі бачили 3 КАМАЗа грошей, які виїхали з Межигір'я. То це означає, що хтось причетний до цього. Вы видели 3 КАМАЗа с деньгами, которые вы вывозили с Межигорья? Я видел 3 КАМАЗа, да, и они что-то вывозили однозначно. Но он узрел 3 КАМАЗа денег. Деньги вывозили КАМАЗами, представляете? Но слушаем дальше. Это говорящая голова, в которую он еще и ест. Нам обіцяли ему что-то там обещали, но теперь внимание, что Европа должна была, по идее, потребовать ввести визовый режим с Россией. Почему? Нам обіцяли фактично привідкрити двері в Євросоюз. А наразі йдеться тільки про безвіз. Причому вони за цей безвіз не вимагають, наприклад, візовий режим з Росією. Я б тоді зрозумів, ви вводите візовий режим з Росією,
аби Кавказ не з'явився в Європі. Тобто ще одну умову для України, Можна я так? договорю? Дякую. Нет, ты, конечно, договоришь, дякую, ты, конечно, человек авторитетный, но только я вот чуть-чуть не понял. А при чем тут Кавказ не появился в Европе? Это получается, по его мнению, это народный депутат, человек, который пишет законы, по его мнению, когда вводится безвизовый у Украины с Европой, это значит, что все, кто находится в Украине, в том числе и люди с Кавказа, которые приехали в Украину, они могут просто идти через границу. Я б тоді зрозумів. Ви вводите візовий режим з Росією, аби Кавказ не з'явився в Європі. Объясните ему кто-то, что если ты находишься на территории Украины, это не значит, что ты сразу же с территории Украины безвизово сможешь попасть в Европу. Кто-нибудь объясните. Ну а теперь позовите Антоху. Я считаю, что она стала по своему значению как Жанна д'Арк для французского народа во время его борьбы с английскими оккупантами. О, пафосно, пафосно. Это о ком? А Надя, привет. Сейчас мы еще одного расчехлим. Так и Надежда Савченко – это теперь символ украинского народа. Что хотел добиться Путин в прошлом году брутальным арестом Савченко, незаконным вывозом ее в Россию? Он хотел тем самым напугать украинский народ. Но я уверен, что у Путина это не получилось. У него не получилось напугать украинский народ, да? Скажи, Антон. Через то, что вот видите, что мы можем сделать, чтобы вы боялись. И в итоге он ошибся. Украинский народ только больше сплотился вокруг Надежды Савченко, которая прямо не боясь называет вещи своими именами. Тот случай, когда Путин ошибается и когда это на самом деле приятно. Вот уже Надя в Украине, Антон рад тому, что она в Украине. Я, как и миллионы наших сограждан, рад возвращению Надежды Савченко. И в Раде будем рады ее видеть. Да, потому что это же Надя, наша Надя. Она является депутатом парламента, и мы во вторник будем рады ее видеть в зале Верховной Рады. Также она является членом парламентской ассамблеи Совета Европы, и скоро все европейские депутаты смогут лично пожать руку смелой и отважной Надежде Савченко. А пожать руку смелой и отважной Надежде Савченко, это я вам скажу, это потом руку не мыть просто месяц. Будет жить жизнью простой украинской женщины, укрепит свою семью и нарожает много хороших, смелых новых граждан Украины. Но это он рассказывает, что будет делать Надя, если она вдруг решит не пойти в политику. Она будет рожать маленьких наденышей. Они тоже будут такие же смелые, отважные, как она. Почему Путин ее отпустил? Да, понятное дело, почему. Путин пошел на это под огромным международным давлением. А вот как он рассказывал, как он чувствует вообще, что Надю освободят. Почему он это чувствовал? Потому что у него, с его бы, вот чутьем бы искать бы, знаете, эти трюфеля. Политическое чутье и интуиция. Дело в том, что сам Путин прекрасно понимает, что тот фарс, который он развязал с Надеждой Савченко, он сыграл против него. Ну вот и все. Двух мнений просто быть не может. Может быть, третье мнение, это сейчас уже Антон нам рассказывает. Он задает сейчас вопросы риторические, которые тогда он не задавал. Ну, давайте начнем с такого вопроса. Почему только в суде над Надеждой Савченко разрешалось запускать телеканал и вести трансляции на весь мир? Ну, почему? А почему? Почему не разрешалось этого на судах по крымским татарам, захваченным ФСБ, по Афанасьеву, по Клыху, по Храпяку? Нигде не разрешали телетрансляции. По какой-то странной причине только суда Надежды Савченко давали возможность вести прямые трансляции на весь мир. Заинтриговал. На самом деле заинтриговал. Что же он имеет в виду? Я, кажется, начинаю догадываться. Это специально делалось для того, чтобы Надю узнали во всем мире. Хитрый какой Путин! Я в свое время заявил об этом и хочу подтвердить, что это было сделано неспроста. Задача была создать для украинцев некого народного героя, для того, чтобы доверчивые украинцы в это поверили. Я как раз знаю одного такого доверчивого украинца. Я считаю, что она стала по своему значению как Жанна д'Арк для французского народа во время его борьбы с английскими оккупантами. А потом через него проводить свое влияние на внутреннюю политику Украины. То есть агент внедрения. Ну, ты-то чувствуешь это четко. Политическое чутье и интуиция. Дело в том, что сам Путин прекрасно понимает, что тот фарс, который он развязал с Надеждой Савченко, он сыграл против него. То есть фарс Путина сыграл против Путина. Да, ну Антон же сказал. Антон, скажи, что Антон не прав.
Ее намеренно раскручивали для того, чтобы в Украине создавать из нее народного героя. Так это был фарс, который сыграл против Путина, или он не сыграл против Путина? Что, неужели чутье подвело Антона? Он ошибся. Украинский народ только больше сплотился вокруг Надежды Савченко, которая прямо, не боясь, называет вещи своими именами. Вот какому Антону вы больше верите? Этому или вот этому? Это была заранее спланированная многоходовая комбинация. Но пока Савченко не успела сделать слишком много вреда Украине. Получается, это была одна из известных многоходовок Путина, в результате которой сплотился украинский народ. Смысл многоходовки – сплотить украинский народ. Путин, получается, сплочает или сплачивает, оплачивает сплочение украинского народа. Это не я сказал, это Антон Геращенко сказал. Не сотвори себе кумира. Так и Надежда Савченко – это теперь символ украинского народа. Я считаю, что она стала по своему значению как Жанна д'Арк. Что хотел добиться Путин в прошлом году? Это была заранее спланированная многоходовая комбинация. Украинский народ только больше сплотился вокруг Надежды Савченко. Вот такая история получается. Путин сплотил украинский народ. И как не хватало еще, чтобы он там начал кричать там типа «Слава Путину», там что-то такое, да? Вообще сепаратист уже зажрался, можно сказать. Мы должны перестать быть доверчивыми и верить тому, что нам навязывают средства массовой информации. Только интеллект, только принятие решений умом. Как не стоит в доме повешенного говорить о веревке, так не стоит Антону Геращенко говорить про інтелект і ум. А що дає підстави так думати, пане Антоне? Політичне чуття і інтуїція. З вами був Анатолій Шарій. Єднаймося, браття.